Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Существует большое множество способов поднятия клюющих ногтей. У меня много видео на канале с такой темой, и я подумала, почему бы в одном видео не собрать все 5 способов поднятия клюющих ногтей. Ну что, поехали! Посмотрим на ногти, которые сегодня предстоит преобразить. Тут было выполнено покрытие, и модель проходила месяц с этими ногтями. Видим, что при отрастании свободный край клюет. И в целом форма чересчур зауженная, как говорят, ногти-семечки. Поэтому наша задача будет преобразить пластину и приподнять свободный край. Сначала мы выполним снятие. Для этого буду использовать тридосплавную насадку. И снимаю основную часть материала. А вот на свободном крае можно оставить материал, он поможет нам поднять клюющий кончик. Самое главное, хорошо убрать все предыдущие отслойки, для того, чтобы следующий материал не отслоился. При различных техниках поднятия клюющего ногтя можно оставлять либо убирать свободный край. Я покажу различные способы, поэтому на некоторых ногтях оставлю его, а на некоторых уберем. Если необходимо убрать свободный край, то делаю это сразу, для того, чтобы меньше снимать материала на свободном крае, а затем прохожусь по поверхности, истончая до тонкого-тонкого слоя. Далее подготавливаем ногти к укреплению, отодвигаем кутикулу и матируем поверхность при помощи бафа, убирая старые отслойки, которые, возможно, имеются. На среднем для моделирования на нижнюю форму необходимо полностью убрать клюющий свободный край, опиливаю его симметрично, нахожу точку вроста, которая располагается ниже, начинаю опил с нее. Это позволит правильно установить шаблон, и он у нас не будет клевать вниз, поэтому полностью убираем свободный край. Если оставить незначительно свободный край в 2-3 мм, это может привести к тому, что форма упадет вниз, и также получится клюющий ноготь. И в восстановлении, которое мы выполняли, в трате времени не было никакого смысла, поэтому полностью убираем свободный край. Следующим этапом выполняю чистый маникюр и подкутикульный карман, для того, чтобы не оставалось частичек кожи, склеек, для того, чтобы была хорошая носибельность и не было отслоек в зоне около кутикулы. Это немаловажный момент, благодаря которому покрытие будет держаться хорошо. Более подробно с техникой маникюра вы можете ознакомиться на наших живых и онлайн-курсах. Нравятся мои видео? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться и получить доступ к базе знаний Школы Сакрамел. Более 30 видеокурсов по цене одного с получением сертификатов. Они доступны по всему миру. Подробнее читай в описании, а также подписывайся на канал. Если вы все правильно делаете, тогда у вас будет вот такой чистый результат. Далее стандартные препараты для подготовки к укреплению либо моделированию. Это обезжиривание ногтевой пластины, праймер и тонкий слой базы. И следующим этапом выбираем способ поднятия клюющих ногтей. Для этого я могу использовать нижние формы, верхние формы, акригель и гель, то есть работать с различными материалами и при помощи различных способов, а как правило способ я выбираю исходя из ситуации, смотрю насколько ноготь клюнувший или, например, как мне нравится работать в конкретном данном моменте, как мне хочется выполнить поднятие клюющих ногтей, то есть такие вот факторы, не совсем зависящие даже от ногтей, возможно от вашего личного предпочтения, влияют на выбор способа, поэтому я собрала 5 самых популярных способов, но далее я расскажу, как вы можете модернизировать эти способы. И на самом деле их можно выполнить гораздо больше, но это одни из основных. Для первого способа буду использовать нижние формы, но это самый простой способ. Убираем натуральный ноготь и наращиваем. Нет вниз растущего ногтя, нет проблем, просто делаем правильное моделирование. Поэтому я считаю, что каждый мастер должен уметь владеть техникой наращивания на нижние формы, чтобы справляться в некоторых ситуациях. Первым этапом будем подставлять форму. Для этого необходимо будет вырезать центральное окошко. Разрезаю ножничками по перфорации и вырываю внутреннюю серединку. В скрученном состоянии подношу форму к ногтю. И важный момент — посмотреть, насколько она правильно встает. Форма не должна сильно клевать вниз, как сейчас.
тогда у нас ноготь будет вниз растущим. Наша задача приподнять форму для того, чтобы ноготь не был клюющим. И когда я поднимаю, то вижу небольшое расстояние от точки вроста до формы. Это говорит о том, что нам необходимо на такое же расстояние вырезать по центру формы. Делаю небольшое углубление и вновь проверяю, насколько форма хорошо совпадает с натуральным ногтем. Следующим этапом отмечаю точки вроста для того, чтобы из них вырезать насечки для высвобождения боковых валиков. И теперь мы можем снимать форму с подложки, аккуратно склеивать и постепенно устанавливать на ноготь. При постановке главное убедиться, что у вас нет щели между натуральным ногтем и формой, куда будет затекать материал. Также оцените вид сбоку. Форма идет прямо, либо имеет совсем легкий спуск вниз, если ногти, например, у нас прямые или вверх растущие. В нашем случае ставим форму ровно. При помощи геля средней консистенции сначала выкладываю подложку на свободный край, сразу задаю необходимую форму – миндаль. То есть не выкладываю квадрат, из которого потом буду выпиливать миндаль. Это просто трата времени. Предварительно проверьте гель на его жесткость. Для наращивания он должен быть твердым, не пластичным, не гибким, так как свободный край будет изгибаться, что возможно повлияет на отслойки по боковым стенкам, либо на сколы свободного края. И отправляем в лампу на просушку. Можно аккуратно снять форму и затем выполняем выкладку основной архитектуры. Мы можем постараться выложить материал очень аккуратно в технике без поверхностного опила. Также мы могли бы сначала выполнить опил подложки и затем выкладывать материал в технике без поверхностного опила. Этим же гелем, либо слегка более жидким по консистенции. Но в нашем случае я сразу буду выкладывать архитектуру без предварительного опила, а опил сделаю в конце. То есть у этой техники есть также несколько вариантов исполнения, и вы уже смотрите по обстоятельствам, какой из способов вам удобнее и комфортнее выполнить на данном клиенте. При необходимости можем аккуратно поджать ноготь, но только свободный край, ниже точек вроста. Уже у нас получается на этом этапе достаточно правильная архитектура, осталось лишь слегка его опилить. Для следующего способа нам потребуются верхние формы. Благодаря их конструкции мы с легкостью можем поднять свободный край без использования большого количества материала, что значительно ускоряет процесс работы, а также мы не тратим дополнительные средства на материалы, на его перерасход. Для этого нам потребуется набор верхних форм. Сразу беру миндаль, не квадрат, не какую-то натуральную, а чтобы выполнить быструю выкладку. И примеряем формы, выбирая нужный размер. Запоминаю длину ногтя, который есть у модели, досюда и буду выкладывать материал. При работе с верхней формой мы можем использовать как жидкий гель, так и акригель. Тут уже сами также выбираете материал, которым вам удобно работать. Поэтому в данном способе поднятие при помощи верхних форм может быть абсолютно разным по исполнению, что опять же расширяет диапазон возможностей и вариации техник поднятия клюющих ногтей. Первым этапом выкладываю материал на свободный край, прокрашивая боковые стенки, чтобы они точно остались, и фиксируем свободный край фонариком. Затем наносим основную установочную каплю. Когда я работаю с клюющими ногтями, я набираю большее количество материала, для того, чтобы он вытек вперед. Да, то есть мы обычно стремимся к тому, чтобы материал не вытекал, но тут обратная история. Данный материал позволит создать нужную толщину на свободном крае. Так как частая ошибка, что остается промежуток между натуральным ногтем и искусственным материалом. Его потом необходимо закладывать материалом, либо выпиливать. Полностью этот промежуток я не заполняю, так как затем выпилю натуральный ноготь и сделаю ровную площадку. Если сейчас докладывать материал на свободный край, это приведет к тому, что мне придется дольше опиливать. А я этого делать не хочу, поскольку мы работаем с верхними формами, и большую часть работы, а именно ровную поверхность, они сделают за нас. Может слегка прижать свободный край, чтобы утопить ноготь, и в таком положении подхватить фонариком.
Столь большой объем материала необходимо интенсивно просушить в лампе до полной полимеризации. Снимаем верхнюю форму и уже видим достаточно правильную архитектуру. Совсем немного необходимо опилить в зоне около кутикулы и подправить свободный край. Ну и, конечно, выпилить изнанку и натуральный ноготь, который растет вниз. Для следующего способа нам потребуется два других геля, не совсем стандартных. Один гель-желе, другой ликвид-гель. В комбинации мы можем быстро выполнить поднятие клюющих ногтей, также с минимальными усилиями, так как нам не нужно будет работать гелем средней консистенции для создания полной архитектуры. Материал, который недооценен многими мастерами – гель-желе. Тексотропный материал, который не растекается при накладывании на ноготь, а вот при активной работе кистью может даже начать растекаться. Как правило, мы не выкладываем такой материал полностью на натуральный ноготь от кутикулы до свободного края. Зачастую материал имеет насыщенный пигмент и может отслоиться в зоне около кутикулы. Плюс, как правило, гель-желе достаточно жесткий. Это также может послужить причиной отслойки у кутикулы. Поэтому сейчас буду выкладывать только на свободный край, чуть ниже точек вроста. С этим материалом нужно работать очень аккуратно. Кисточкой работаю практически невесомо, словно по воздуху. В таком случае материал разравнивается. Но как только я начну делать активные вскапывающие движения кистью, у меня все будет в неровностях. Поэтому, конечно, особенно мастеру-новичку требуется практика и сноровка для того, чтобы подружиться с таким материалом. Ну а те, кто подружился с ним, наверняка он находится в числе ваших любимчиков. Я тоже очень люблю работу гелем-желе, и можно достраивать по воздуху, вытягивать уголки, работать с такими клюющими ногтями, запечатывать короткие обгрызенные ногти в технике ламинирования. Более подробно этой техникой делюсь на нашем онлайн-курсе по укреплению ногтей гелем Hard Gel. Подробности о нем вы можете найти в описании. Смотрим при виде сбоку. Если не хватает высоты до прямой линии от апекса до свободного края, можно добавить еще. Не рекомендую накладывать очень объемные толстые слои, так как он просто может не просохнуть в лампе, и получится своего рода эффект пирожка с сырой начинкой. После просушки снимаем липкий слой и опиливаю поверхность твердосплавной насадкой для создания большей четкости и ровности. Также насадкой сразу убираю слегка длину и приподнимаю клюнувший свободный край. После этого опиливаю свободный край пилкой, задавая нужную мне форму. Смотрим на вид сбоку, чтобы ноготь не казался клюющим, приподнимаем его. Для укрепления в зоне около кутикулы буду использовать более жидкий материал – ликвид-гель. Это тот же гель, но более пластичный и армирующий по своим свойствам. Его я не использую полностью для укрепления всей длины, так как он может не выдержать столь длинный свободный край, что может привести к трещинам по точкам вроста. По поверхности этим материалом выполняем легкое выравнивание. Возможно, в голове у вас созрел вопрос, можно ли было не опиливать гель-желе, а сразу использовать ликвид-гель и затем опилить. Дело в том, что гель-желе ложится неравномерно, некоторыми бугорками. Возможно, если мы потом укрепили бы более жидким гелем и выполнили поверхностный опил, то поверхность осталась бы неровной. Благодаря тому, что я предварительно выполнила опил поверхности, ликвид-гель распределяется быстро, ровно. Выполняем нанесение в технике без поверхностного опила. Помним, что на свободном крае у нас есть вся необходимая толщина, поэтому там лишь слегка-слегка промазываем ликвид-гелем, основной объем материала раскладываем в зоне около кутикулы. Для поднятия ногтя на мизинце буду использовать гель средней консистенции. Будем работать в технике бортики. Очень быстро и просто. Для создания бортиков удобнее всего выбирать гель средний по консистенции или более густой. Если вы скоростной мастер, то можно работать и более жидким. Наша задача выстроить бортики по боковым сторонам и на свободном крае для создания нужной высоты.
Чаще всего я использую этот способ, когда мне не нужно очень сильно поднимать клюющие ногти. При очень сильно клюющих ногтях проще полностью убрать свободный край и нарастить ногти заново, нежели чем мучиться с выкладыванием этих бортиков. Поэтому, как я уже говорила ранее, способ мы выбираем индивидуально, исходя из ногтей клиента и своих предпочтений. Во время разравнивания поверхности главное условие – опустить пальчик, ноготь вниз, для того, чтобы весь объем стекал на свободный край. Он поможет его приподнять. Если работать просто в технике выравнивания ногтей как базой, то посередине будет большой объем материала, а свободный край останется неукрепленным. Ну и заключительный материал и способ, которым будем выполнять поднятие на большом ногте, это использование акригеля. Да, возможно, сейчас немногие мастера работают с этим материалом, но благодаря его густой консистенции мы можем с легкостью и очень быстро поднять клюющие ногти. Помимо акригеля мне потребуется специальная жидкость для его разравнивания. Можно ее заменить на обезжириватель, но по моей практике жидкость лучше разравнивает, нежели чем обезжириватель, и не дает отслоек в зоне около кутикулы. При работе с акригелем у нас тоже несколько путей. Мы можем выложить акригель на свободный край, так же как мы работали гелем-желе, и затем достроить зону около кутикулы, например, ликвид-гелем. Но я покажу, как можно выложить акригель сразу на всю поверхность ногтя. Выкладываю шарик чуть больше, чем величина зеленого горошка, так как у нас палец большой, шире всех остальных, поэтому требуется большее количество материала. Также потребуется специальная кисточка. И вот эти вот нюансы мелкие, казалось бы, они замедляют работу. Окунуть кисточку в жидкость, ее приготовить, правильно распределить кистью материал, так как многие хаотично шлепают по поверхности кистью и не получается ничего хорошего, только лишь неровности и рытвины, поэтому тут необходимо его научиться правильно раскладывать. И в таком случае у вас будет выкладка получаться достаточно быстро. Делаем плавное сведение в зоне около кутикулы. Прижимая материал по боковым стенкам, постепенно вытягивая его на свободный край. Тут такая же схема, как и при работе с гелем, что весь объем материала мы гоним к свободному краю для его приподнятия. Плюсы работы с акригелем, что мы можем достроить отсутствующие боковые стенки, перепиленные нижние параллели, выстроить необходимую высоту. Но опять-таки не переусердствуйте с объемом и толщиной слоя, для того, чтобы материал хорошо просох и не было эффекта пирожка с сырой начинкой. При виде сбоку оцените поверхность. Смотрим, чтобы была практически прямая линия от наивысшей точки до свободного края. И отправляем в лампу на просушку все, что необходимо опилить поверхность. Давайте посмотрим на наши интересные заготовки. Осталось совсем немного попилить, как вы видите. Безымянный у нас уже готов, так как мы до этого выполняли опил. Опиливаем четкие боковые стенки, делаем плавное сужение к свободному краю. Ну и самое главное для красивого миндаля – это правильный опил нижних параллелей. Кладем палец на бок, заводим пилку под ноготь, опиливаем прямую и плавный подъем наверх. Это залог хорошей носибельности такого миндаля, так как будут хорошие ребра жесткости. Также слегка опиливаем поверхность там, где это требуется. Посмотрим на ногти после опила. Да, не все миндалевидные, слегка отличается поверхность из-за различных материалов и их цветов. А теперь хочу показать изнанки, как же они выглядят. Посмотрим, на среднем у нас нет натурального ногтя, нет никакой ступеньки и ничего изнутри выпиливать не нужно. Это преимущество способа наращивания на нижние формы. На всех других ногтях мы видим огромную толщину, особенно на указательном, поэтому давайте ее выпилим твердосплавной насадкой. Сначала кончиком подправляю правую сторону, и затем укладываю насадку, выпиливая толщину. Также выпиливаем натуральный ноготь, для того, чтобы он не скручивался, не отслаивался по боковым сторонам и туда не попадала грязь. Теперь у нас красивая не только форма,
но и чистые изнанки. Все, что остается, это покрыть ногти цветом, топом и посмотреть на результат поднятия ногтей. Давайте посмотрим на ногти, какой результат у нас получился. Мы выполнили различные способы поднятия клюющих ногтей. Если говорить лично про меня, то чаще всего на практике я использую технику бортики и поднятие таким образом, либо нижние формы. Кстати, а какой способ из всех ваш самый любимый? Делитесь, пожалуйста, в комментариях, ставьте лайки этому видео. Ну а я желаю всем успехов в работе. Счастливо! Пока-пока!